Друзья, всем физкульт-привет! Вы на канале фитнес-тренеров-близнецов, и в следующие несколько минут вы узнаете, как избавиться от нависшего века. Это будут топ самых 3 эффективных упражнения, результат от которых ты увидишь буквально сразу. Приподнимется дряблое веко. Кстати говоря, одной из причин образования дряблого века является чрезмерное напряжение лобной мышцы, но основная причина – это наши мимические привычки. Когда мы щуримся во время вождения автомобиля, когда мы щуримся на солнце, если не используем солнцезащитные очки, когда мы щуримся, во время чтения книг, все это приводит к чрезмерному сокращению круговой мышцы глаза. И поэтому не откладываем в долгий ящик, а начинаем заниматься прямо сейчас. Мои хорошие, и прежде чем приступить к первому упражнению, я напомню, что наше красивое лицо зависит от нашей осанки, поэтому мы принимаем комфортное для себя положение, садимся в удобную позу, можно сесть перед зеркалом. Расправляем грудную клетку круговым движением плечи назад, лопатки у нас сводятся к центру спины и немножечко приближаются к позвоночнику, тем самым раскрывается грудной отдел, центр груди тянется вверх. И приступаем непосредственно к упражнению для поднятия верхнего века. Средним пальцем мы натягиваем слегка кожу. Именно поместите средний палец на веко, на круговую мышцу глаза. Слегка сдвиньте. Вы видите, как разрез глаз немножечко поменялся. И мы начинаем осознанно моргать, то есть выполняем в медленном темпе моргание. Вот таким вот образом. Как будто вы хотите надавить на глазное яблоко. Примерно на 2 секунды мы задерживаем мышцы в напряжении, то есть 2 секунды, раз-два, наши глаза закрыты. И выполняйте таких 10 повторений. 10 повторений в медленном темпе. Важно в этом упражнении сильно не тянуть кожу к вискам и сильно не растягивать кожу. Очень все нежно, аккуратно, мягко, спокойно. Достаточно создать небольшое сопротивление для мышцы. Затем, что мы делаем? Мы меняем темп, немножечко ускоряемся. Выполняем те же самые моргания, только чуть быстрее, в 2 раза быстрее. Вот таким вот образом. Когда вы выполняете это упражнение, вы можете чувствовать, как ваши веки напрягаются и преодолевают сопротивление. И таких вы выполняете также 10 повторений в быстром темпе. И на последнее 10-е повторение мы задерживаемся в статике и считаем про себя до 20. Слегка натянули вверх и в стороны и закрыли глаза. И чувствуем натяжение века. И считаем про себя до 20 в среднем темпе, примерно в таком темпе. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть не очень быстро и не очень медленно. Это упражнение отлично приподнимает верхнее веко и распахивает наш взгляд. И мы переходим к следующему упражнению. И следующее наше упражнение. Работаем сначала на правую сторону, а затем на левую сторону. Левой рукой мы приподнимаем слегка веко и натягиваем кожу в зоне виска. Вот таким вот образом. Вы можете заметить, как бровь слегка приподнялась и изменился разрез глаз. Плечо от уха, оба плеча оттягиваем от ушей и приподнимаем. Не совсем, не кладите пальцы на веко, на уголок глаза, чуть дальше, именно на висок, плечи круговым движением назад. Правая рука может остаться на плече. Итак, приподнимаем кожу в зоне виска и начинаем моргать. Выполняем таких всего 5 повторений. Вы чувствуете натяжение в зоне века, последний раз. И мы наклоняем голову в сторону,
Плечи от ушей. Напоминаю, держим правильную осанку и закрываем глаза. Закрываем глаза. Вы чувствуете, как ваше веко буквально тянется вверх в этом упражнении. И остаемся в этом положении, считая про себя до 30. В среднем темпе, не очень быстро, не очень медленно, примерно в таком темпе. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее. Считайте по десяткам. И все то же самое мы выполняем на другую сторону. Противоположной рукой мы натягиваем кожу именно в зоне виска. Не кладите пальцы на уголочек глаза. И проверьте, что все складочки, если здесь есть, то они приподнялись и разгладились. Оба плеча от себя. Кладем левую руку на плечо и наклоняем голову в сторону до комфортного положения. И мы начинаем моргать. 5 повторений в динамике в среднем темпе. И на последнее повторение глаза закрыты. И тянемся мочкой уха вверх и чуть-чуть назад. Не напрягайте челюсть. Зубы разомкнуты. И оставайтесь также на 30 счетов. В этом упражнении у нас не только подтягивалась, сокращалась круговая мышца глаза, но также вытягивалась височная мышца. Я очень люблю функциональные, точнее говоря, многофункциональные упражнения, когда в одном упражнении работают сразу несколько мышц. Это очень ускоряет результат. И кроме того, я хочу напомнить, что решение вопроса, решение проблемы птоза верхнего века, или, если говорить не на греческом языке, а на русском, опущение нижнего века – это комплексное решение. То есть недостаточно работать только над подтяжкой глаз, над круговой мышцей глаза, но также нужно работать и над лобно-затылочной мышцей, конечно же, над шеей, над правильной осанкой, друзья мои. И мы переходим к нашему заключительному упражнению в этом выпуске. Итак, мои дорогие, наши заключительные упражнения, точнее будет их целых 2. Это массажные техники. Мы выполняем с нанесением крема или другого массажного средства. Первое упражнение – это защипывание бровей, что позволит нам расслабить и круговую мышцу глаза, а также лобную мышцу, потому что эти 2 мышцы на лице соединены вместе. Как, собственно говоря, все мышцы на лице переплетаются вот таким вот образом друг с другом. Мы начинаем. Приготовили наши пальчики и защипываем. С небольшим давлением двигаемся от центра к периферии. Вот таким вот образом, очень легко, мягко, с любовью к себе. И проверяйте, что вы не растягиваете кожу. Вы буквально переступаете пальчиками. Также проверяйте, что вы держите правильную осанку. Плечи от себя, грудной отдел раскрыт. Давайте еще 2 раза. И последнее повторение. Не напрягайте челюсти. Замечательно, очень хорошо. И следующее упражнение. Кстати говоря, мои дорогие, вы можете выполнять это упражнение, когда, допустим, с утра проснулись. Это очень хорошо избавляет от отеков. Выводим сразу, нанесли крем, сделали эти упражнения и вывели лишнюю жидкость из зоны глаз, которая с утра может скапливаться. Если вы занимаетесь регулярно фитнесом для лица, то вы уже избавляете себя от этой проблемы отеков по утрам. Итак, мы выполняем второе наше массажное упражнение. Приготовьте для него свои безымянные пальчики. Это позволит нам создать нужное давление на лице. Слегка прищуриваем наш взгляд вот таким вот образом и простукиваем безымянным пальчиком от периферии к центру. Затем расслабляем. И с небольшим давлением под бровкой мы проходим пальчиками от центра к периферии. Продолжаем. Прищурили. Расслабили и провели.
прищурили, расслабили и провели. Проверяйте, что когда ваши пальчики создают давление под бровкой, ваши брови сильно вверх не поднимаются и не образуется горизонтальных морщин на лбу. Теперь рекомендации по количеству повторений. Как и первую массажную технику, так и это упражнение вы выполняете 5 повторений, то есть 5 проходочек защипываем и 5 раз простукиваем и под бровкой разглаживаем. И, дорогие мои, если это ваша проблемная зона, обязательно напишите мне в комментариях и поставьте лайк, чтобы я знала, сколько нас, товарищи, по несчастью. И следующее упражнение было на эту проблемную зону. Либо напиши, какую зону ты хочешь разобрать. Подписывайся на наш канал, чтобы не пропустить свое видео. На этом наш выпуск закончен. До новых встреч. Пока-пока.